Здравствуйте, мои дорогие близнецы! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака и расклад наш на следующую половину месяца марта. Вторая половина, начиная с 15 и заканчивая 31 марта. Какие же карты сегодня выпадут близнецам? Что же интересного произойдет у вас? На что вам следует обратить ваше внимание? Пишите, насколько это видео оказалось вам полезным. Оставляйте ваши комментарии. Я всегда очень и очень признательна вам за такую обратную связь. Пишите, не стесняйтесь. Также не забудьте подписаться, кто еще не подписан на мой YouTube канал. Также буду очень и очень рада. Итак, давайте посмотрим, близнецы, что здесь у нас есть. У нас есть первая карта, карта Пажа кубков. Пажа кубков, да. Ну да, может быть, какая-то новость у вас будет. Или какое-то сообщение, или какое-то здесь хорошее событие, которое вас вдохновит. Какая-то мысль вдохновляющая, которая у вас возникает. Здесь это рыбка, выскакивающая из кубка, как хорошая возможность, хорошее предложение или куда-то приглашение, которое вы можете, соответственно, получить в этот период времени. Тут же карта шута, новое начало. Возможно, здесь какая-то возможность шагнуть в новое, неизвестное, обнулить ситуацию и начать какой-то новый путь для вас. Это такой путь по шуту, это, знаете, как это нулевая карта в старших арканах. От 0 до 21 аркана очень много на самом деле карт, и это как путь дурака его называют, да, его жизнь, когда он начинает что-то новое пробовать и развивает себя на этом пути, сталкиваясь с какими-то ошибками, какими-то пробами, да, какими-то учениями, соответственно, да, чему-то учится, где-то оступается, где-то падает, где-то поднимается, делая ошибки, идет дальше. То есть здесь вот нужно себе уметь бросить вызов и начать этот новый путь, понимая, что там могут быть какие-то трудности, но также могут быть и радости. То есть вам нужно здесь начать эту новую главу и пойти по этому совершенно новому пути. Это может быть и смена места жительства, какое-то предложение об этом. Новости беременности, предложение там о смене работы, допустим, да, но вам как будто нужно рискнуть и попробовать это новое, попробовать, столкнувшись с этим новым, да, не бояться. При этом карта Луна. С одной стороны, это новое может исполнить ваши мечты и ваши надежды, с другой стороны, таит много страхов, потому что у вас есть скрытые страхи, вещи, которые вас беспокоят, и, возможно, они пугают вас на этом новом начале. То есть вы преувеличиваете какие-то страхи. Вы можете здесь очень много волноваться из-за чего-то, может быть, даже ночью плохо спите, прям тревожитесь, переживаете, что может что-то пойти не так, что могут какие-то подводные камни быть, что вы, может быть, не всей информацией владеете, что вот что-то от вас может быть здесь скрыто, да. Здесь он спиной стоит к Солнцу, хоть Солнце освещает его путь, этого шута, но впереди обрыв. И здесь эта карта Луны показывает ваши страхи и тревоги в том, чтобы шагнуть в эту неизвестность. И они могут быть вполне себе обоснованными, но вы можете преувеличивать свои страхи и доводить их чуть ли не до абсурда, при том, что, возможно, вам имеет смысл взять эту возможность, это предложение, которое вам дается, обдумать его и, может быть, действительно начать новый путь, но вы как будто прям очень сильно боитесь, потому что вам нужно завершить старую главу жизни, начать новую, и вы, может быть, не хотите старую главу жизни завершать. Вот поэтому, да, очень тоже большое, может быть, сопротивление из-за этого или каких-то опасений, много сомнений, соответственно. Следующая у вас карта Семерка Пентаклей. Семерка Пентаклей, она о оценки того, что вы имеете на сегодняшний день, попытки понять, сколько я усилий вложил, там, ресурсов, времени, денег, может быть, эмоций в какое-то дело. Получил ли я что-то? Дало это тот результат, который я рассчитывал? Вкладываться дальше в этом направлении или не нужно и начать что-то новое делать и дальше двигаться? Да, или продолжать заниматься тем, чем занимаюсь. Допустим, работаю на работе, которая приносит мне там определенные деньги, но я не вырос в плане карьеры. Оставаться дальше или переходить на какую-то другую работу, где предложат карьерный рост, или в отношениях, или, допустим, касаемо беременности, новость, да, беременности, много страхов, переживаний, опять-таки, Луна — это женский цикл, но при этом Семерка Пентаклей, нужно подождать результата, и вы можете накручивать себя, что что-то может пойти не так, из-за этого могут быть переживания. Тут же туз мечей, у вас необходимость действовать решительно, может быть, резко изменить направление в своих действиях, может быть, отстаивать свои желания, свои стремления, свою заветную мечту, да, в том, что вы делаете. У вас может быть также внезапное озарение или прозрение, когда у вас новая точка зрения, она позволяет, заставляет как будто бы отстаивать то, что для вас важно, чего вы хотите. Да?
или чего вы в конечном итоге хотите, допустим, что вы хотите получить. Поэтому вот по тузу мечей у вас здесь очень много решительных действий, то есть понимание, что как дальше, вот будет так продолжаться, как есть сейчас, или нужно что-то кардинально менять и по семерке жезлов преодолевать наконец-то эти препятствия, которые мешают вам двигаться дальше. Да, хоть может быть кому-то это и не совсем нравится, да, может быть есть какие-то здесь недоброжелатели, люди, которые там против вас критикуют как-то, но вы свою позицию отстаиваете, он здесь выше стоит с этим жезлом, да, над другими, и у него есть лидирующая позиция, доминирующая позиция. То есть вот вы, скорее всего, в этой ситуации занимаете доминирующую позицию и пытаетесь отмахаться от каких-то недоброжелателей, кто считает, что вы неправильно поступаете или неправильно делаете, но вы хотите защищать то, что для вас важно. Да? Может быть, отпустить ситуацию и двигаться в другом направлении, соответственно. Давайте посмотрим еще, что здесь есть у нас. Правосудие, справедливость. Карта двойка жезлов, тоже выбор, в принципе, предложение, которое поступает, и выбор, который у вас есть. Да, возможно, здесь происходит какой-то внезапный сдвиг, внезапное событие по этим мечам, которые у вас здесь есть, туз мечей. Но вот с этим правосудием вам хочется справедливости, вам хочется здесь быть честными с собой и с другими людьми. Соответственно, вы говорите, что вы думаете, что вы чувствуете, как вы видите эту ситуацию. Может быть, вам нужно будет здесь даже с кем-то вступить в конфликт, какие-то, да, тяжбы, какие-то такие вот здесь судебные дела или какие-то бумажные вопросы, которые нужно будет здесь решать касаемо, да, каких-то подписаний бумаг, документов, соответственно. Ну да, вот эта двойка жезлов здесь тоже карта справедливости с двойкой жезлов. В целом принятие решения, но при этом вам нужно, чтобы это решение было основано на морали, чтобы оно было основано на правильности, на справедливости, на законности, на равенстве, на балансе, которое дает это правосудие, и на какой-то истине высокой, в конце концов. Но это решение вы думаете, как его принять, двойка жезлов. Опять-таки, вот здесь один жезл держит, вот он рядом с ним, второй как возможный вариант, еще не прочно стоящий возле него. То есть вы думаете оставить то, что у вас есть, или принять новую возможность, которая вам дается. Она может дать лучший результат для вас. Так, давайте посмотрим дальше. Есть тройка пентаклей, есть карта страшный суд, еще один суд у вас. Да, здесь, возможно, вам нужно будет по тройке пентаклей. Тройка пентаклей — это как компанейская какая-то работа, это работа с другими людьми, да, то есть в группе других людей, в компании других людей. Это ситуация, где вам, может быть, предлагается возможность вступить в какое-то сотрудничество. Да, может быть, с кем-то сотрудничать, с кем-то работать, и вам нужно принять здесь это решение. Опять-таки, оно должно быть основано на законности, на морали. Это может кардинально поменять как-то вашу жизнь, ситуацию по страшному суду, как будто бы кардинально изменить нечто в вашей жизни. И вам нужно это решение, соответственно, здесь принять и действовать смело, действовать решительно. Это может быть деловое сотрудничество, это может быть и отношения, это может быть, как я уже говорила, беременность, но это что-то, что кардинально поменяет вашу жизнь здесь. Принимая это решение, вы кардинально меняете свою жизнь. Также вы стараетесь быть предельно откровенными, показывать людям, что вы думаете и чувствуете, то есть вы ничего не скрываете. И для вас действительно переломный момент какой-то, существенный, переломный, важный момент в вашей жизни. Но, возможно, какие-то вопросы вам нужно будет здесь обсудить с другими людьми, которые участвуют в этой ситуации, чтобы поступить правильно, справедливо, беспристрастно, честно, в конце концов, да, обсудить с другими людьми семерка пентаклей, то, что еще нужно будет вложить, сколько усилий, соответственно, сколько времени придется ждать, чтобы получить результат. То есть вот здесь вот есть очень много честных таких обсуждений и каких-то вот разговоров об этом перед тем, как вы примете какое-то существенное, важное для вас решение здесь. Давайте посмотрим еще, что здесь у вас есть. Под картой Луна еще выпадает карта тоже с Луной, двойка мечей. Но по сути это тоже как перекресток, выбор, двойка, два варианта, как поступить. Да? Вы пытаетесь принять решение, и карта пятерка пентаклей.
Пятерка пентаклей. Ну, да, может быть, вы здесь какие-то документы, какие-то заявления должны будете писать, но вам нужно будет хорошенько подумать, разобраться, да, соответственно, хотите ли вы этого, что вам здесь лучше сделать, как лучше поступить. То есть, ну, близнецы, здесь вот прямо у вас очень много есть переживаний по двойке мечей здесь. Очень много переживаний с двойкой мечей. Кто-то может почувствовать себя прямо в тупике. Может быть, вы чувствуете, что зашли в тупик, потому что вы хотите двигаться вперед, но при этом считаете, что у вас не хватает как будто бы ресурсов. Может быть, не хватает денег, может быть, не хватает там, в чем-то знаний или опыта. Да? То есть вы сомнения испытываете, неуверенность того, присоединиться к группе или нет. Или вас оставят за закрытой дверью, и вы будете, вот как здесь свет горит, а они снаружи, там снег идет, там какой-то ураган, они снаружи, и тут бедные несчастные. То есть у вас может быть вот такое вот ощущение, что вы как будто бы не можете примкнуть к какой-то группе. А вот так вот. Пятерка пентаклей, либо что вам не хватит каких-то средств, как я уже говорила, может быть, к существованию каких-то денег. Если вы меняете работу, к примеру, и это какой-то переходный этап, там новую работу принять, возможно, вы понимаете, что вы теряете какие-то деньги, не будете меньше пока что зарабатывать, переживаете за свое будущее, за свой завтрашний день. Ну, то есть здесь есть какая-то тревожность из-за этого по пятерке. Карта дьявол. Страстное такое желание что-то заполучить. Тройка мечей. Еще одни мечи. Да, может быть, переживания из-за оформления документов, из-за каких-то собеседований, из-за встреч с людьми, где вы проходите собеседование. То есть вот как будто бы вы сомневаетесь в честности или в справедливости. Может быть, вы сомневаетесь, что правильно поступаете или правильно делаете. То есть очень много, опять-таки, волнений и боязнь здесь разбить себе сердце или столкнуться с какой-то серьезной неудачей, столкнуться с какими-то серьезными переживаниями здесь, которые у вас будут сопряжены с этим выбором, соответственно. Колесница. То есть вам хочется двигаться в том направлении, которое для вас уже намечено, то, что вы себе продумали. Колесница — это успех, который достигается благодаря упорству и настойчивости, целеустремленности, усердию, вашей силы воли, сосредоточенности. Но при этом эта тройка мечей здесь, она, знаете, показывает, что вам нужно, наверное, и сила, да, преодолеть свои страхи. Вам не нужно бояться брать на себя ответственность за свои действия, за свои поступки. Если вы хотите заполучить что-то, чего вы сильно желаете, да, вам, возможно, придется отпустить что-то, что вам не подходит или что причиняет вам дискомфорт, возможно, и начать этот новый путь. Но есть что-то, к чему вы, да, может быть, сильно привязаны, или что-то, что связано с этой картой дьявола, соответственно. Может быть, оно исчерпало себя, либо больше вам не совсем подходит. Может быть, это даже для вас как-то вредно и вредит вам с этой картой дьявол. То есть это как вызов, который вам дается, и вам нужно, чтобы справиться с этой ситуации, разобраться, какое решение лучше принять, какой дальнейший путь для вас будет важен. То есть здесь это предложение или приглашение, которое вам дается, оно скорее всего хорошее. Но вы как будто бы цепляетесь за что-то, что является привычкой, моделью поведения или методом выполнения чего-то, и оно как будто бы вас как обременяет, держит и не дает эту возможность или этот шанс принять. Поэтому вам сложно здесь действовать и не просто это решение, собственно, да, выполнить. Но вам придется быть предельно честными с собой и с окружающими в этом вопросе и рассказать, да, может быть, окружающим, почему вы сдерживаете себя от принятия этого решения, почему вы боитесь принять это решение, почему у вас какие-то есть опасения и страхи, и обсудить, может быть, с группой людей, с которой вы работаете, сотрудничаете, эту возможность. Может быть, это деловое предложение, которое вам поступает, да, то есть обсудить все риски, обсудить все какие-то сложности и трудности, которые могут у вас возникнуть, чтобы вы более уверенно подписывали, может быть, какие-то бумаги и документы здесь по правосудию, то есть чтобы вы видели более прозрачно происходящее там, да, в вашей жизни здесь, может быть, в рабочем аспекте. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для близнецов мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.